Так, друзья, ладно, в начале новостного блока, как правило, всегда по традиции, я поясняю за название стрима. Название стрима звучит как «Застрелили за гранты». Ну, понятно, тут комбинация из новостных поводов. Ну, начнем со слова «гранты». Со слова «гранты». В эти выходные, с 1 числа февраля развернулась какая-то абсолютно не на жизнь, а на смерть неравная борьба Ілона Маска з USAID, да, который, ну, это така агенція незалежна в США при Госдепе, но незалежна, но при Госдепе, которая, собственно, занималась финансированием разных проектов в развивающихся странах. Ну, то есть в шитхолах типа нашего. Да, ну вот такая вещь. Война не на жизнь, а на смерть. Буквально за пару дней Илон Маск объявил, что мы, блядь, складываем USAID в сучкодробительную машину, хорошо я сказал. Ну, есть такая машина, знаете, которая сучки дробит. Сучкодробительная. Вот сучек и подробили. Ну, в общем, борьба была совершенно неравной. Буквально за 3 дня нахуй USAID пал полностью. Офис их закрылся, закрылись все их нахуй сайты вместе с их социальной сетью. Какие-то Илон Маск там... ну да, я читал статью в Политико, как это выглядело. Это буквально выглядело в классике Украины. Рейдерский захват без какой-то политической почвы. То есть там, не связываясь с Конгрессом, неформально пришли представители вот этого нового... Но опять-таки, это со слов предвзятого медиа, да. Оно скорее на стороне USAID. Пришли люди, представители вот этого ДОГе, нового вот этого департамента по там этому самому, блядь, оптимизации правительства, да, который возглавляет Илон Маск, пришли и просто вломились в офис, да, и говорили, что если их охрана не пустит, то они, блядь, там службу маршалов привлекут. Ну, короче, классика такая Украина, если подумать, пришли и все, в общем, на этом закончилась судьба, перестали, утратили доступ к официальной почте, медиа сотрудники, сейчас их перевели на дом, кого-то отправили в отпуск, короче, ликвидирован. Очень короткое сражение на самом деле было. Ну да, Илон Маск параллельно, на самом деле многие говорят, что безосновательно, ну действительно, то есть мы проверить эти доказательства не можем, но факт в том, что доступ к ним он в принципе получить мог, да, те документы внутренние, которые он публикует и говорит о том, что вроде как не секрет, мне для этого доказательства были не нужны, да, к тому же эти доказательства, ну по сути свои не доказательства, их точно так же и придумать можно было, но здесь, как и с кремлевскими шпионами, я всегда настаивал на том, что да, тяжело, но нужно применять сложные инструменты, да, в анализе вообще того, кто работает на Россию, не работает на Россию. Мы должны смотреть именно на то, как мы должны ощущать, видеть, наблюдать, да, непосредственным опытом своим, как реализовывается методичка. Появляется информационный повод, и у них есть синхронная реакция, иногда даже с одинаковыми маркерными словами. Да, это косвенный, это косвенное, но тем не менее доказательство. Прямым здесь может быть только поймать за руку в плане финансирования. Ну, в этом случае это недоступно, я думаю, понятно, да, в примере с USAID. Но тем не менее, Илон Маск нам рассказал о том, что вы не поверите, оказывается, все эти грантоедские организации, которые получали финансирование от USAID, оказывается, работали по методичке. То есть были темы, которые нужно было замалчивать, были темы, которые нужно было подсвечивать. Ну, это пиздец, такого не ожидал никто. Я-то думал, что бабки просто вот так вот даются свободно и делай что хочешь, пиши что хочешь. Нет, оказалось все совсем, блядь, не так. Оказывается, и есть целевое финансирование, и более того, есть контроль на самом деле за редакционной политикой. Пиздец. Ну, все были в шоке. Опять-таки, нужны ли нам для этого доказательства, когда мы все с вами читаем эти медиа и видим, что они пишут одно и то же, одинаково, мы знаем прекрасно и наблюдали, что они агитировали за одну политическую силу, да, они выступали на стороне одной политической силы, да, демократического кандидата, против кандидата республиканского, за что, в принципе, и поплатились, очевидно. За что, в принципе, их так молниеносно за 3 дня нахуй разгромили, в принципе. В понедельник они уже не смогли выйти все на работу. В общем, а в чем суть-то, да? Ну, прогнозы дают какие-то, да, эти медиа о будущем USA, да, и я, в принципе, к ним склоняюсь. Они говорят о том, что сложно будет закрыть, и, вероятно, нужно будет это согласовывать с Конгрессом, где, в принципе, со стороны там таких, не знаю, любителей половых извращений, как Чак Шумер, да, где-то с той стороны будет охуенное противодействие, не стоящее того.
И, ну, в принципе, по комментариям, хотя хуй его знает, как сложится, да, судьба, но я бы это видел так, и мне кажется, просто это самым разумным решением, да. Исходя там из слов Трампа, в том смысле, что захватили марксисты радикальные, действительно это правда, да. Ну, мы понимаем, захватили, скажем так, политические оппоненты его, да, эту агенцию, и, в принципе, ресурсы ее направляли, скажем так, на какое-то, скажем так, воздействие на внутреннюю политику. Вот. И исходя из этого, мне кажется, что, ну, вероятнее всего, что как-то пересмотрят ту структуру кадровую, которая там была среди высшего руководства, ну, переназначат людей на лояльных действующей политической силе в США, и потом, ну, в каких-то уже меньших объемах, может, даже после какого-то переназвания, ну, восстановят это в каком-то виде. Ну, я это вижу так, да, но как оно сложится, я не знаю. Опять-таки, можно долго глобально разбрасываться какими-то категориями, да, в том смысле, что возможно, действительно, сладкий соблазн сокращения такой вещи, да, потому что довольно удобно с популистического какого-то такого изоляционизма, да, критиковать такие вещи. Ну вот, орган, который занимается закупкой гондонов, пропагандой в Украине, какой-то хуйней, то есть, ну, это довольно легко критиковать, потому что понятно, что это довольно сложный инструмент внешней политики США, это факт, да. Притом он много где, ну, охуеть, на все деньги себя реализовал. Например, как в Украине. Охуенное было вложение. При этом мы видели, как выглядят более топорные, похожие проекты, да, там со стороны России. И что тот подход, более тупой, он однозначно хуже. То есть он проиграл вот этому более сложному, более тяжелому, менее очевидному в своих целях подходу. Это просто вот такой факт. Да, ну и дальше можно долго рассуждать о судьбах Родины, как в смысле судьбах Америки, о ее будущем, и там проводить параллели хоть и с закатом Римской империи, когда в какой-то момент ее расширение и какие-то набеги, поддерживающие и империю в тонусе, и ее какие-то финансовое ее положение, да, как набеги, в смысле грабительские, да, когда от этой политики отказались и перешли к какой-то более обороне. Ну, в общем, можно долго рассуждать на тему того, что хоть и такой малый шаг в сторону изоляционизма может повлиять на США в худшую сторону, на будущее США. Но тем не менее, а давайте вообще, да, просто вот касательно наших мыслей, мыслей других экспертов вообще, да, особенно в среде украинской, да, как люди, которые ціна державы там и так далее. Оказывается, действительно, ну, буквально дословно название аккаунта «Цена державы», действительно стоимость державы, оказывается, звучит в Телеграме, я это недавно узнал. Ну вот, касательно цены державы, почем держава, как вообще видят это в США и какие аргументы против втручания администрации Трампа в дела USAID? Вы должны это услышать, да? Например, в воскресенье демократы в Комитете по иностранным делам Палаты представителей написали, что попытка Доги проложить себе путь в секретные системы, ну, в смысле, в часть секретной работы USAID, является частью более широкой повестки дня по демонтажу американской иностранной помощи и мягкой силы. Член Палаты представителей Ян Ким, республиканец из Калифорнии, написал в субботу в Твиттере, что реформы USAID должны быть проведены с точностью и осторожностью, чтобы сохранить репутацию Америки и ее способность проецировать мягкую силу за рубежом. То есть основной аргумент — вопрос мягкой силы. Мягкой силы. Законодатели-демократы уже возмущены такой перспективой. Трамп уже заморозил практически всю нашу иностранную помощь. Что насчет этого может заставить кого-то поверить, что ему наплевать на USAID, сказал сенатор Крис Мерфи, демократ штата Коннектикут. Это ужасная идея. Функционально демонтировать один из наших самых эффективных инструментов мягкой силы. Как же жаль, блядь, как жаль, пиздец. Просто плач и стогин. Ну, в общем, вот такие, в общем, друзья, дела. И вот такая драма продолжается. Особенно, скажем так, особенно чувствительная для Украины вещь. Ну, я думаю, не стоит как-то еще более развернуто об этом говорить, так как, по-моему, довольно емко за предыдущие там 2-3 стрима, обсуждая заморозку этих денег, ну, уже все про эту тему проговорили. И не то, чтобы здесь какая-то революция с ног на голову, но подход реально радикальный.
Да, ну тоже не знаю, насколько это можно связать вместе. Ну, можно, конечно. Юкрейнер одна из тех контор, которую я больше всего ненавидел и всегда интересовала мотивация людей, которые этим занимаются. Ну, помимо той квартиры, всплывшей в каких-то сливах, глава Юкрейнера, у мамы квартира на Печерске. Ну, бывает такое, в принципе. Это уж точно совершенно, ну, сказали же, инструмент мягкой силы. Как он выглядит? Ну, вот так. Коррупционные деньги, покупаешь квартиру, лояльный США. Все просто работаешь в их интересах. В интересах другого государства. Это много реально статей в Украине нарушает, но это мелочи. Что более интересно, что Юкрейнер смог собрать 612, ну, на тот момент, тысяч гривен на поддержку своей деятельности. И, конечно, каждый в этой истории вспомнил кофейню, которую разбомбили, но суть даже была не в том. Суть была в том, что неправильно кофейне собирать бабки на свой ремонт большие, потому что все деньги сейчас нужно собирать на армию. Ну, тоже не сказать, что 612 тысяч гривен большая сумма, но вопрос их оптики всегда интересно смотреть на такие противоречия. Идем дальше. Ну, дальше тоже интересные перемоги. В вопросе политики американского государства обновленной Трамп повводил пошлины, уже где-то даже с Мексикой отменил, но на момент, когда я запустил стрим 25%. Ну, тоже назвать это торговой войной, ну, наверное, можно при желании, да, но реально настолько созависимы все эти страны, ну, особенно США и Канада, что, конечно, ну, не знаю, с сильно большой натяжкой. Понятно, что в основном это, опять-таки, голоса политических оппонентов, да, и лояльных им медиа. Назвать это войной можно очень с большой натяжкой в целом, потому что торговая война это что-то, конечно, более серьезное и что-то более острое, чем то, что мы видим, и, скажем так, те перспективы, которые могут у этого быть. Ну, это мое мнение. Мое мнение. Панама, ну да, Марк Рубио торгуется за китайские порты в Панамском канале. Финансирование ЮАР, как помните, вот это очень хороший, очень, наверное, ну, такая одна из запоминающихся и очень точных и смешных шуток. Да, ну я ее, наверное, не могу просто повторить. Из «Файны Украины» про то, как в одном из начале номеров про этих двух олигархов олигарх рассказывает, ну вот так, в общем, после нашего там визита в ЮАР один апартеид сменился на другой апартеид. Ну да, про другой апартеид не очень оказался заинтересован Трамп в поддержке этого другого апартеида и сказал, что мы такое финансово поддерживать не очень желаем. Ну тоже остро, и эта тема раньше никогда на таком уровне не подымалась и, в принципе, не озвучивалась, да, никого не интересовали расовые проблемы, происходящие в ЮАР. Хорошо, ну, всего лишь одна строчка уделена у меня следующей новости. Это вышло такое интервью Зеленского, нашумевшее Associated Press. Ну, пару слов, одна строчка. Действительно, тон фрустрированный у президента. Тон фрустрированный, понятно. Невозможно говорить остро, да, ну не расскажи, как ты колдуна нахуй послал. Ничего нельзя сказать про основного партнера и про страну, от которой мы полностью зависим. Ничего нельзя сказать острого про американскую политику и их дипломатию. Остается только говорить о том, что мы близки, там, как никогда к миру, и вообще, ну, на самом деле не очень круто, конечно, говорить про мир, да, в этой войне без Украины, это прямо опасно. Ну, в общем, плюс-минус вот так, ничего там такого интересного нет. Ничего там интересного нет, но всегда, ну, кроме улыбки ничего не вызывает, да, что все-таки мне кажется, как бы это дико ни звучало, но основным двигателем разговора сейчас на данный момент про Украину без Украины стала все-таки администрация Трампа. И в этом случае, когда офис президента Украины или Министерство закордонных справ Украины критикует Путина, выглядит довольно забавно, потому что как раз Путин обычно с точки зрения критики, да, что с Зеленским нельзя говорить, потому что он нелегитимный, но тем не менее хоть как-то пытается встроить в эту конструкцию Украину, да, что типа, ну мы тут, где-то тут будем типа говорить, а то там, то понятно, но тут-то мы не можем говорить. Ну, обычно в таком контексте, но тем не менее, достается в итоге ему, да, от МЗС и от офиса президента, что, сука, Путин опять хочет говорить напрямую с американцами. Ну, вот такая сука, в принципе, и вот такое интервью. Ну, там, думаю, ничего нового выделить оттуда, кроме тона грустного, нельзя.
И в этой же связи ошарашил реально. Ну, то есть я удивлен такой риторике и думаю, что ну в офисе президента прям пиздец, там настроение в ту секунду просто упало очень сильно. Это то, что ошарашил наш Кит Келлах, сказал, что надо выборы, блядь, надо выборы и вообще, типа, а если война закончится, особенно надо. Ну, в принципе, и даже во время войны выборы, ну, страны видели во время войны выборы, и там разные страны, у которых совсем другая была война, и совсем другая была социальная структура, совсем иначе выглядел политический ландшафт. Ну, в общем, вы знаете, я всегда был, да и остаюсь противником выборов. Ну, тут вопрос того, чего мы хотим для будущего страны, и как бы хотелось, чтобы закончилась война и так далее. В общем, это безумно сложный разговор, но сам факт выборов лучше нам сделать не может. Ну, на мой взгляд, не может. Ну, окей, не об этом поговорить, а поговорить скорее о том, что неожиданно, и думаю, что, конечно, после этих слов там в офисе президента упало реально, потому что это означает, что все-таки теплых чувств реально к Зеленскому там не питают. Ну, я это так вижу. И это, конечно, не может их не расстроить. Хорошо. Це предостання новина, хоча, наверное, слідувало її зробити останньою. Це, ну, із розряду юмористичних, наверное, ви видели. Служба безпеки України затримала 5 коммунистов. Ну, я это так написал, какая-то там организация, це надо у CUC питать. Какая-то там, блядь, организация ультралевая. Ну, исходя из того, что написали, видимо, они занимались, ну, реальными по меркам законодательства Украины преступлениями, да, призывом там к мятежу, еще к чему-то такому. А в условиях військового стану это наверняка какие-то ебанутые сроки и ебанутые статьи. Ну, конечно, порадовал стиль Служби безпеки України, як завжди. То есть показательность акций и вот это всегда фотографии из обысков. Что у них нашли? Карл Маркс там, блядь, Энгельс, еще там что-то, блядь. Какие-то, в общем, советские книги, которые в целом законом, естественно, не запрещены. Не запрещены. Ну, в общем, это такое дело. Не знаю, может когда-нибудь, когда эти идеи станут популярны, будет, конечно, уже поздно. Они неизбежно станут популярны, потому что, ну, волна такая в Европе. Скорее уже проходит, но у нас только начинается, да, ну, будет еще начинаться. То конторе надо раньше присматриваться, и так же, как с правыми, этих тоже брать под свое это самое, блядь, возглавлять, представьте. Одну застройку качают правые, на другую привезли левых, и они тоже качают застройку. Как круто было бы. Но на данный момент так, одни качают застройку, а другие по буцегарням репрессовані. Ну, в принципе, ось так. Да, ну и тоже новости, естественно, вы знаете, мы никогда такие новости, ну, на них не акцентируемся, их не особо любим, но тут какая-то определенная точка перешла, это, конечно, хроники мобилизации в Украине. И интересны они только реакцией и лідерів суспільних думок, і лідерів у війську, и народных депутатов Украины ни много ни мало. Но тут вообще выходные были насыщены на события. Кокнут сотрудник ТЦК на Полтавщине. Перше, да. Ну, начнем с того, что я не знаю, правда, откуда появилась информация, що він, ну, как-то положено, військовий і інвалід, і воював, де тільки не воював. І одновременно і в Бахмуте, і в Серебрянском лесничестве. Я думал, это правда, я верю всегда официальной информации. Но потом с опровержением этого виступила Мар'яна Безугла, яка сказала, що хтось активно розповсюджував інформацію, що загиблий воював у Бахмуті. Натомість він визнаний обмежено придатним під час мобілізації і призваний прямо в ТЦК у Полтаві. Вбивство жахливе, але брехати не варто, пише Мар'яна Безугла. Ну ось так, народный депутат пролил свет на этот вопрос. И оказалось, что этот человек просто был, оказывается, примазан. Ну, нужно ли говорить, для того, чтобы призваться еще и по месту жительства и попасть в ТЦК, це я даже не знаю, сколько денег надо заплатить, ну, типа, это, ну, только по блату, возможно. Ну вот, не знаю уж какой там контекст, но очень часто вроде такое бывает, что эти люди, которых этапируют, я не знаю, по-другому не сказать, да, конвоиры, то они пытаются по дороге с кем-то созвониться, и чтобы их там либо адвокат, либо кто-то как-то, ну, оттуда вынул, да, вот в этом процессе этапування, в процессе этапирования в навчальный центр, да, там, условно говоря. То, наверное, тут такая же какая-то история была, хотя я ничего еще о ней не знаю, кроме того, что стрелка затримали.
Да, и во время этапирования, наверное, он связался как-то с каким-то своим родственником, чи другальком, и тот приехал его освобождать. Ну, понятно, что история сама из себя, ну, не может быть хорошей, да, однозначно такой, скажем так, такая острота этих процессов, да, в насильственной мобилизации, которая у нас есть, конечно, ничего хорошего нам не сулит, да, однозначно. И никакого хорошего будущего нам не рисует. Это грустное событие, и то, что они происходят, это в целом плохие вещи говорит о нас и о нашем будущем. Ну, то есть тут вроде понятно. И то, что люди делятся в каком-то смысле на два лагеря, которые радуются этому событию и которые не радуются, тоже понятно. Ну, говорить об ошибках. Марьяна Безугла, опять-таки народный депутат, который уже сегодня упомянута была, я ее цитирую в этом смысле, говорит, что это все происходит из-за плохой политики мобилизации, да. Ну, тут нельзя не сказать, что она сама является народным депутатом, и какое-то время она была ни много ни мало заместителем главы оборонного комитета в парламенте. Кто, как не она, могла бы повлиять на эту ситуацию? Ну, например, попытаться взять под свой депутатский контроль какое-то из тех дел, где люди неожиданно гибли от там скоропостижная кончина от дизентерии, от эпилепсии, от сердечного приступа. Ну, хотя бы для виду, да, показать, что там и депутаты с народом, и заинтересованы кто-то, да. Ну, то есть, если реально вопрос такой, я думаю, вот эта несправедливость играет роль, ну, как минимум, что ее сейчас люди с ней носятся, да, люди о ней говорят. Люди говорят о том, что вот те дела прошли как-то там спустя рукава, військові. У меня сегодня я смотрел запись, одна из трансляций называется как-то митинг, митинг профсоюза ТЦК, да, они пришли на какое-то судебное заседание поддержать своего коллегу, да. В общем, а к чему? Никому до этого не было дела, потому что понятно, что ну, на жизнь быдла как-то особо, ну, как-то похуй, да, в принципе. Ну, я не знаю, сколько это события связаны. Ну, то есть, реально вряд ли какая-то логическая связь там есть, да, потому что, ну, просто давно и тяжелые эти процессы идут. Понятно, что по мере процесса какие-то такие острые эксцессы происходить будут и будут нарастать. Но насколько реально там есть связь с такой несправедливостью, это надо долго разбираться. Просто понятно, что сама из себя несправедливость плохо, да, когда там как-то держава больше заботится о себе, о своем выживании, а не о громадянах и о додержанні их прав каких-то, да, свобод, каких-то прав, например, право на жизнь там и так далее, да. Ну, в общем, комментарии, да, как я сказал, гораздо более здесь интересный комментарий. Кроме Марьяны Безуглой, которая заняла такую хитрую, гарную позицию и может себе позволить, хотя до этого, как я уже сказал, особо об палец она не ударила, да. Была масса комментариев, ну понятно, стиль державницкий такой у людей, он всегда один, да. Ну то есть надо сказать, что еще тоже не доказано там про убийство, да, опять-таки идет суд, надо разбираться, может это тоже там, ну мало ли что бывает, то есть мы же не знаем, может тоже что-то с сердцем там или что-то. Или, ну вы знаете, как бывает. Тоже вопрос причинно-следственных связей, существуют ли они. Но, в общем, если говорить об этом комментарии, понятно, что державницкая логика, она всегда одинаковая. Люди находятся в страхе перед народом, ну, всегда, ну, так это закономерно. И всегда риторика выстраивается так, что, типа, шутки кончились, потому что нас снесут, ну, это если продолжать их мысли, да. Я не нашел, к сожалению, поста, ну, просто зашел к ней в Телеграм, но поста не нашел. Берлинска, да, такая женщина с аутичным таким лицом, вот. Чем она вам известна? Она известна тем, что совместно с військовой администрацией Черниговской организовала в Чернигове, таком, да, близком к границе с Россией, организовала какую-то выставку дронов, куда уебали Искандером, по-моему. Ну, что-то такое было. Но это то, по каким событиям она мне известна. Никто там никакой ответственности, естественно, не понес за эти события. В общем, да, она написала что-то в таком роде, что там шутки кончились, там либо мы, либо нас. Ну, в общем, понятно, всегда отношение хищное, да, всегда отношение, как встретились два волка, да. Не знаю, как далеко можно с такой логикой заехать, ну и, конечно, всегда неприятно читать такие хищные посты по отношению до народа Украины, да, в том или ином виде. Всегда вспоминаются, естественно, в этом разрезе посты каких-то российских околополитических деятелей, еще кого-то, которые точно так же, только типа в более широком масштабе, что все, шутки кончились, хищно надо запретить, ударить, разбомбить, зарезать. Ну, в общем, да. Это лишь один из таких
один из таких голосов, да. Арестович обратил внимание на одного из генералов Надропатого, которого недавно назначили. Тот тоже написав какой-то подобний пост, що військові, там, вбивство військових недопустимо. Ну, звісно, недопустимо. Хто буде з этим спорить? Ну и, конечно, тоже, что надо обязательно разобраться и показательно, там, максимально сильно покарать. Опять-таки, такой реакции мы тогда не видели. Это если продолжать Марьяну Безуглу, да, которая рассказывает о том, что это связано с ошибками в мобилизации. Хорошо. А, собственно, тот комментарий, который оказался самым интересным, и о котором уже сегодня писали в чат, Вахтанг Кіпіані. Побачив у Марія Берлінська, це що життя в Фейсбуці як протікає. Побачив у Марії Берлінська. Це справді важливо для національної безпеки. Вбивство військовослужбовця ЗСУ і теракт проти ТЦК – це підстава провести, далі цитата, моніторинг всіх аккаунтів. О, от що писала Берлінська, чого я не знаю. Да? Моніторинг всіх аккаунтів, які зловтішаються смерті нашого військового. Ті, що за кордоном, забанити, оголосити підозри і поступово витягувати через Інтерпол ЄТЦ. Ті, що в Україні, пріоритетне залучення на обороноздатність країни. Ну, видимо, наказати армії, да? Щоб побольше таких епізодів, наверное, було. Такі випадки дуже добре проявляють і, типа, дальше пост обрезан. Ну, у мене це, якщо що, скріншот. Тут куда более интересен комментарий к этому, да, ну, то есть понятно, что вещи людоедские, люди там сейчас приходят, как это, тильт у вас называется, да, в очень большой депрессии, в очень сильном психозе, потому что лишили их финансирования, да, и теперь, ну, очень сложно. Раньше, понятно, война, ну, пожалуйста, чтобы она продолжалась бесконечно, потому что деньги капают американские, квартирки в Киеве растут, ты работаешь свою типа работу, блядь, рассказываешь там о колониализме, о канализациализме, еще какой-то хуйне, но сейчас типа какой-то хуй за океаном все карты, блядь, спутывает, то понятен их психоз и их озлобленность этих людей, завязанных на всяких конторах, таких грантоедских. Поэтому и понятна их жестокость, в принципе. Пилипенко Андрій, надо сказать, что альма-матер у него Киев-Могила Академия, да, Киево-Могилянская академия. Не надо даже спрашивать, что там это Могилянская. Ну, говорят, что связано с Петром Могилой, но навряд чи. Есть другие догадки. Что он предлагает? Подумать, только выпускник Киево-Могилянской академии мог такое предложить. Пилипенко Андрюха пише, що щодо моніторингу, ви сильно здивуєтесь, що навіть наробити набір ПЗ, щоб це не значило, доступно цілком комерційно, смайлик улибається, навіть не палантір, щоб це теж не значило. От правова база, це проблемка. Проблема, блядь, правова в Україні, ти поняв? Але всіх і не треба. 100-200 випадків, 5 з конфіскацією і пошепче. От якщо, блядь, розслідували, як там гранти реалізувались, то це, блядь, з конфіскацією було б здорово. Не кажучи все про адвокатів, які взагалі публічно гонять бочку. Інтерпол, 3 крапки. Можна і без Інтерпола. Силами арабських підлітків за 200 баксів шила в печінку і привіт туристу. Ну, що ви розуміли, Києво-Могилянська академія, коротше. Оце такому їх там учать між домагательствами к дівчаткам. Да, ну, в принципі, такі коментарі, така єдність суспільства, так вони видять, типа, антикриз в этой ситуации. Опять-таки, краткосрочно, наверное, репрессивные меры всегда рабочие. Кто скажет, что убить, запытать нерабочая мера, да? Каждый приведет в пример Советский Союз, да, который победил во Второй мировой войне. Жестокость абсолютная, да, показательность. Рабочие, наверное, инструменты. Но нужно, конечно, понимать, что тоже советская армия на состояние 45-го года, да, на взятие Берлина, ее численность была 11, блядь, миллионов человек. 11 миллионов человек. Это, наверное, нахуй все оставшееся мужское население Украины. Я к чему, что она могла, наверное, позволить себе там не так уже интересоваться. Тоже нужно брать поправку и на время, и на технологии того времени, и на специфику того времени советского человека. Но, тем не менее, наверное, могла позволить себе не беспокоиться о вопросах мотивации, о вопросах каких-то таких тонкостях, да, качественных армии.
Мы же вряд ли находимся в таких условиях, и вряд ли там такие и подобные меры способны в долгосрочной перспективе обеспечить нам какое-то устойчивое, стабильное, просматриваемое, контролируемое будущее, да. И такая риторика жестокая, да, которая именно пытается провести такую грань, да. И люди, конечно, в смысле, как Берлинска, да, будучи, ну, вроде просто громадским активистом, да, не кем-то таким, но которые всегда пытаются все поставить в такой хищный разрез, да, что вот мы сейчас держим эти вожжи, да, и нельзя их ни в коем случае пускать, нужно по-хищному забодать, запытать, пырнуть в печень за 200 баксов. Не знаю просто, на что они надеются. То есть понятно, к чему это будет подталкивать социальное настроение в долгосрочной перспективе. И И вряд ли они будут по итогу довольны результатом, да. Лучше как можно дольше, чтобы была лояльность и поддержка, чем как можно дольше потом пытаться думать, как удержать все на вот таких репрессивных мерах. Вроде понятная мысль, особенно в условиях ограниченности ресурсов, да, то есть наших условиях. Ну, в общем, вот так. Все, друзья, новины закончились. Как могли, мы обтекаемо высказывались. И вообще, ну, в целом, ничего, кроме каких-то грустных и печальных выводов о нашем будущем, это не может говорить, да. Ну, дело даже не в событии. События в целом, наверное, довольно... Да, я там еще не дочитал, еще перед этим взорвался один военкомат, возле второго что-то взорвалось. Первый военкомат был на Ривненщине, второй военкомат был на Днепропетровщине. И то, что на Ривненщине, ну, я ни об одной из этих историй реально не знаю, что там произошло. То есть, может, это реально те самые люди, которые постоянно в армии угрожают тем, кто их бусифицировал. А может, это, как у них любят, типа, опять там игрались с гранатами, как было, да, в одном из военкоматов здесь там недавно. Не знаю, как там доподлинно было, не знаю, насколько эти события связаны, да, в смысле вот этой конвой мобилизационный, скажем так. Но тем не менее, как бы то ни было, события в целом не то, что там какие-то, знаете, вот какая-то точка невозврата или там Рубикон какой-то, ну, предсказуемые и, вероятно, будут случаться и в будущем. Но реакция вот это, конечно, пиздец, да. Это, наверное, более красноречиво говорит о нашем будущем, да, и о том, в каком состоянии пребывает и психика этих людей, и как они сами видят будущее. Более красноречиво говорит, чем сам факт вот такого события, да, там какого-то, не до конца даже понятны его мотивы, то есть что там и как было. Ну, в общем, вот так. Да, ну, наверное, понятно, что в этих всех вопросах справедливости, суда, показательности, как как смысла, да, какого-то суда и его решений, то, конечно, держава на своей стороне всегда. Не тех, кто там, блядь, эпилепсия и так далее. Ну, в общем, вот так. Зараз, друзі, закурим, почитаем ваш чат и будем выключать стрим. Он не менее очевидный. Просто так получилось, что грантоедские помойки считаются каким-то примером независимой журналистики. Но они сами старались создать себе такой образ. Но и опять-таки, если сравнивать их с тем, что было пророссийское, да, то, конечно, они более сложно вели свою редакционную политику, это правда. И там, ну, в пример я приводил то же самое громадские времен, когда они звали Царева, ну, там условно. Мягкая сися. Ну, то есть, грубо говоря, респам не нравится USAID, пока он демовский. А когда он проресповский, то пусть хоть миллиарды тратятся. Ну, я так это вижу, реально. Я это так вижу, но в целом не знаю, как оно будет, да. То есть, в принципе, я не исключаю мысль, что они реально сократят это финансирование. Как тебе мое мнение, что по итогу простые люди, рыночные агенты, другими словами, будут в выигрыше? Информационное пространство очистится, так как оно станет более рыночным, в связи с чем, помимо освоения средств, я не знаю, мне кажется, что будущее Украины, его не так долго, чтобы там что-то чистилось, в этом смысле, да. Я же говорю, эти все события, да раньше бы, лет на 10, блядь, то да, может что-то бы и было позитивное, а сейчас, ну, то, что мы сразу почувствуем, это то, что на других проектах финансирование срежется.
А здесь как ты будешь рад, когда окажется, что Юкрейнер купили люди из офиса президента. Ну да, сократили там штат, но тем не менее, просто теперь немного другие нарративы там будут, не культурные, а политические. Ну да и все. Я же говорю, было бы неплохо, конечно, если бы начали расследовать, куда делись деньги, потому что все-таки этот инструмент мягкой силы я всегда рассматривал более сложно, да, и именно в вопросе кузницы кадров, вот это словосочетание, да, что помимо того, понятно, что были методички, как и везде, да, помимо того, что изначально гранты даются под какую-то цель, да, все это и так понятно, то есть помимо редакционной вот этой составляющей, да, был еще факт коррупционный. Они создавали прослойку лояльных людей при деньгах в Украине, как вот там главред этой параши. И таких людей там хуева гора, да, потом они всплывают в каких-то министерствах, связанных с культурой или еще где-то всплывают. В общем, это становится весомой силой. Вот если их расследовали, там деятельность, да, и кто кого за какие деньги покупал, и как там квартиры появлялись. В этом смысле я верю, что то государство может дорасследовать, в отличие от нашего. То это было бы здорово, конечно. Это было бы справедливо. Даже несмотря на то, что это никак бы позитивно на наше будущее уже не повлияло. Тогда оно более рыночное. В связи с пропагандой, в том числе хорошие проекты, если они действительно хорошие, останутся. Их читают, у них дорогая реклама, у них есть деньги на поддержание деятельности. Но они сами просто уже сформировали культуру в Украине, что хорошее, что плохое. Судя по финансовой поддержке, ну, неплохой, правда, она все равно несопоставима с их растратами. Да, то, в принципе, люди считают хорошими украинеры, и все нормально. То есть просто они сами-то воспитали, что такое хорошо, что такое плохо, да, ценностно повлияли на украинцев. Да респы по-любому захотят Зелю убрать и поставить условно прореспубликанского кандидата. Только у меня вопрос к этим гениям из Вашингтона, где они тут найдут прореспубликанца? Я не знаю, по-моему, Зеленский сейчас, бля, супер прореспубликанец, он на все готовый, только чтобы выжить, да, поэтому я не согласен. Я вообще, честно сказать, ну, логики этого заявления, я ее слабо понимаю. Ну, это очень хуйовий сигнал, мне кажется. Берлінська, це Бухий Фродо, хороший мем у мережі хабу. Ну да, ну до речі, в чаті у нас без антисемітизму, друзі, і всі прояви антисемітизму ми засуджуємо. До думки Драпатого будуть дослухатися, він популярний як у Фейсбуці, так і начебто серед військових. Та іначе толковий командир, куди його не посилають. Латати промахи інших він справляється, йде на підвищення. Ні, я все понимаю, ну просто это же вредно в любом случае для как вектор социальной политики, да, вот такой вот раздел пытаться провести. Просто меня всегда убивало, что там, где не надо, они охуенно талантливые. И супер быстро реагируют. Там, где надо, у них мозгов не хватает. То есть здесь, конечно, железобетонный ответ. Там, когда нужно было как-то взять ситуацию под контроль, нет. Они быстро писали, что... Быстро реагировали, писали, что не, подожди, еще не доказано. Он там сам буянил в этом ТЦК. И вообще упал сам на нож или там упал сам головой и случился приступ эпилепсии. Ну, вот такой бред. На что они надеялись? Те самое касательно вот того ДПСУ и людей, да, они сами выстраивали такой образ украинца, не знаю, ну, неосознанно, конечно. Потом они удивляются, что люди себя скорее ассоциируют с вот этими несчастными людьми, чем с кем-то другим. В чем была логика? Ну, в общем, это забейте. С одной стороны, очень понятно злорадство о том, что США выкидывает за борт свою мягкую силу, и очень неприятные люди войдут в новую реальность. А я думаю, у них все будет пучком, но хотелось бы, конечно. С другой стороны, а будет ли лучше, если те грантажеры сядут на китайский или АПшный нал? Да, не сядут они на китайский. Нал, такую инфраструктуру, блядь, надо развивать десятилетиями, мне кажется. А ОПшные тут могут, да, быстро. Ну, уже и не те финансы будут. Но я же об этом говорил на прошлом стриме. Хорошего, конечно, мало. Но если бы начали расследовать, уже больше хорошего, да. Просто что мне радоваться, блядь? Боже, пожалуйста, Логвиненко, да? Боже, пожалуйста, Логвиненко, только бы у тебя все было хорошо. Похуй, мы все утонем в крови украинцев, умоемся и утонем в ней. Похую, мороз. Только бы у тебя все было хорошо, родной. Только бы ты дальше пилил правду матку. Конечно, нет. А видоса ни одного не показали на запад. Да, чувак, что ты, какие видосы? Ты в какой стране живешь, ебаный свет? А как парень в суде когда-то взорвался, блядь, который взрывал гранату возле Рады, когда были митинги против этого Минска. Всем пухуй. Это серая страница нашей истории. Как тебе идея цифрового государства? Ждешь камеры с распознаванием лиц по столице по аналогу с Москвой? Так они уже есть в Киеве, и не только, и в области. И еще хуй знает где.
Ну що, ребят, думаєте, закінчиться це їбануте винищення білих людей білими людьми, чи все буде ще гірше? Буде гірше. Втім, порадимося за американців, менше збиратимуть податки у простих людей на різну хуйню. Ну, пока місць, да. Ну, я не знаю, що мені за них радуватися. Звісно, засуджую, обновляйте дані, следуйте букве закона. Сам не обновлял, правда. Ну, вы держитесь, всего доброго вам, хорошего настроения, все правда. Нож в псину, 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 нож в псину. Нож в псину, 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 нож в псину. Пиздец. Це вже пиздец. Доброго вечора, ми з України. Какая даши, блядь, что ты говоришь такое? Даши, сам ты даши. Сам ты даши, слушай. Мы бабуины. Мы бабуины, пишут в чате. Мы город Глупов. Свет нетленных душ. А это правда, что при закрытии USAID закроется этот канал? Не, мы собрали 3 хулиарда пожертвований, поэтому мы не закроемся никогда. Пришлось даже квартиру на Печерске продать. Честно, наворовал на нее реально. С грантов. Но, сука, времена требуют жертв от каждого. Пришлось продать. Юлечка из... Юлечка из Туеза у Дениса в сарае теперь. Ну да, тех, кто лишился работы из-за грантов, я готов взять на подёнку, блядь, в сарай качкам туда на работы. Это да. Сейчас он скоро потеплеет, работа лафа. Как думаешь, Илья знает, что одни тут так жестко угорают? Так над ней не угорают. Более того, она не зависит от этих грантов, ну, по крайней мере, по линии The Gaze, потому что The Gaze спонсируется из казны украинской, с моих налогов. А мои налоги это не USAID, нет доброго дяди, который там, блядь, скрутит вентиль. Так что там намыв нормальный. Люди еще вложились, пока мисс квартиру не купили на Печерске, так что надо ждать. Зеленский заявил, что США и РФ на всем протяжении войны контактировали на уровне разведок. Ого, да не может, блядь, такого быть. Чтобы устанавливать красные линии, чтобы война оставалась Не может этого быть, чувак, как-то две ядерные державы. А он сам, получается, знал, что никакого выигрыша в принципе быть не может. А как одно с другим связано? Не может быть так все, как все, бля, короче. Ну понятно вообще. The Goys. Надули нас, надурили. Виталий Кличко нанес удар по Федерации бокса ДНР. Ну наш. Ну наш, ну наш. Наш мяш. Кишміш, блядь. Там Арестовичу, виявляється, не можна балотуватися в президенти. Україна приречена. Ты знаешь, это инфе, блядь, 1000 лет. Это чистый пиздеж, понятно. Баллотироваться может тот, кто может баллотироваться, и все тут, блядь. Серьезно, я к этому бы не относился. Этим его уже пугали и уже это рассказывали нам, что там жил, блядь, не жил, нахуй. Судим, не судим, это все похуй. Денис, ты хочешь сказать, что война ведется по договорнику? В смысле, что я не понял? Причем тут договорняк к тому, что они обсуждают какой-то какой-то вопрос стратегической безопасности, как две ядерные державы, чтобы не началась мировая война. Что и так понятно, 1000 раз подтверждено, была встреча в Египте, да, в Египте, ну где-то, в общем, встречались непосредственно главы разведок. То есть это ни для кого вообще не секрет. Но как это влияет на ход и управляемость нашей войны? Вы думаете, там каждое наступление у нас обсуждают?
Вот бывает такая вещь, живешь вроде с мыслью об общем знании, что все это вроде как знают, и ни для кого это вроде как не секрет. Тоже сейчас прочитал про кодекс какой-то. Это неправда или на этот кодекс можно положить болтяру? Ну, при желании, думаю, можно. Вопрос контекста, да, докажешь, что ты был беженцем, блядь, там тебя политически преследовали, и все. Ну, конечно, вопрос контекста. А так то да, есть такая строчка, безусловно. И они об этом просто давно еще говорили, еще как только он уехал. Еще как только он уехал. Арестович, в смысле. Ну и что, это же Украина, надо проще относиться к таким вещам. Это вот в США, да, Илон Маск не может быть президентом. А тут все проще, конечно. Ребят, говорят, там какая-то война в Украине начинается. Ну, движуха, движуха. Поруч сидить норм тянучка, може познайомитись. Єдине, що вона сама з собою німецькою балакає. От хз, це плюс чи мінус. Ну, може, у неї навушники в ушах, эти AirPods. Конечно, знайомиться. Тут нехуй даже думать. Если на немецком говорит вообще по жизни, то включи Google переводчик и знайомься так. Нехуй думать абсолютно. Тут нечего думать даже. Думаю, чел пошутил. В такому розрізі можна розглядати удари по стратегічним об'єктам, як от станція за горизонтного виявлення, як шантаж українського партнера. Та да, ну ми так і розглядали. Ну, то есть это явно не было санкционировано, никто бы не дал в Вашингтоне на такое разрешение никогда, ни при каких условиях. Типа. Была явная инициатива. Ну, видишь, вроде каких-то жестких последствий за ней не последовало для нас. Ну, значит, нормально. Из реальных последствий, что, ну, денег больше им пришлось потратить на ремонты этого всего. Но игра опасная была, правда. Так и США и РФ обсуждают красные линии. Ну так они их между собой обсуждают, и касательно себя нас они вряд ли там прямо касаются. Хотя я этого не знаю. А Лысый из Амазона может быть президентом? А я не знаю его биографию. Если он родился в США, то может быть. Сьогодні дзвонив Буданов, каже, отдохни пока, потому что я піду спать. Ну а с 3 часов начнется. Кодекс Арестовича, да, кодекс русского Арестовича, блядь, что-то нажало, я и все пропало. Друзіхав сьогодні по автостраді з Нью-Йорку в Лос-Анджелес, як мене зупинив наряд поліції, після чого чемно просив мої документи, а я вже таку хуйню проходив, тому чемно достав пістолет і при чемному супровіді їбанув того карася в Гранта Віта РП. Хорошо. Так, YouTube. Доброго вечора. Чи нази всім нашим саундрес. Бонсуар. Топ-3 ймовірних кандидатів пресу. Як думаєш, чи будуть неочікувані нові обличчя? Може і будуть, може і ні. Не знаю, коли будуть вибори і при яких обстоятельствах. Ну, вижу это так, что пан президент Зеленский точно. Ну, блядь, не факт, что это будет. То есть это вполне может этого не быть. Могут его завтра вообще грохнуть. Ну да, пан президент Зеленский, пан Петро Олексійович Порошенко. А третий не знаю кто. Не, ну классические лица будут, но это я имею в виду те, у кого есть шансы реально пободаться за власть. Ну, какие-то искажения субъектности стран слишком радикальные. Да все у них, да, радикальное. Не приемлют сложных форм, так всегда. Ну, думаю, оно им нахуй не надо, в принципе. В целом, мне кажется, что те люди, которые думают, что это неуправляемая война, в которой мы пупок земли, они ближе к истине, чем те люди, которые думают, что обо всем договорились и все решено. Но это такое мое мнение. А ТЦКшники могут бусифицировать свои ряды ТЦК? Что бы это ни значило. Нет, конечно, что они сами себя могут, думаешь, бусифицировать. Это, ну, так и не бывает. Это только в адронном коллайдере может такое случиться. И то есть вероятность появления малых черных дыр. Как думаешь, все эти отстрелы и подрывы ТЦКшников, избушная постановка косплей на теракти Авакова, чтобы окончательно закрутить гайки кріпакам? Ну, по-перше, все засуджуємо, що ти написав. Во-вторых, не, думаю, не. Думаю, не, потому что можно закрутить и так, ну нахуя что-то взрывать, придумывать велосипед, рисковать, если можно просто закрутить. Думаю, что это, ну, просто какие-то процессы нехорошие происходят, и все тут. Кузьма передбачив майбутнє, ще тоді співав про автобус.
Про бусик, може? Не, Кузьма крутой, тут нехуй думать. Вот вчера переслушивал альбом Коски. Мир ебанулся. Или всегда таким был? Ковид на это намекнул. Ковид разработали американцы, Илон Маск сказал. Ковид на это намекнул и остается либо шизеть и верить в заговор, либо понять, что творится хаос, и никто ничего не понимает и творит рандом. Ну да, но видишь, одно другое не исключает. В чаті ЖК жіночки просять не писати про присутність ТЦК, бо хлопцям потрібна заміна. Як знайти компроміс? Не писати, бо це стаття в Україні. Положим, Трамп не может пообещать России нейтралитет Украины, но он может дать письменные гарантии странам Восточной Европы, что не будет на них давить в этом вопросе, а там всегда будет свой Орбан. Ну, он даст, а потом его сменит другой президент, и все. Почему после стрима? Ага, уже было. Мураева просувать на выборах. Да, я не знаю, Мураев, это в Китае говорят. Возможно, этот Китай в Словакии находится, тоже может быть. Так а что смешного про РДК? Ты же и сам признаешь, что после смерти Пыпы в РФ начнется тряска, а тут же Вайтрекс и Компашка явно моложе, чем Пыпа. Просто это будет, ну тряска вряд ли будет хоть какие-то перспективы представлять для них. Мне кажется, потолок их перспектив сейчас. Ну все, конечно, возможно, правда? Но вижу это так же, как и с сепаратистскими движениями в РФ. Тряска будет, но не для них. Они будут обабич уже этой тряски. Ну и тоже надо понимать, что это событие смерть Пыпы. Может оно наступит через секунду, а может через еще, блядь, не знаю, десяток лет. Такое себе событие. Еще может метеорит еще может въебать в Кремль тоже, кстати. Ну ладно, метеорит может въебать, а может не въебать, а вот Путин умрет точно, правда? Може ще теплова смерть статися. Путина или кого? Ну вряд ли, он же в холодильнике. Ну им не обязательно прорывать кордоновые отряски, они могут просто присоединиться к готовому Пригожину 2.0. Могут? Могут. Могут. Путін ходить до качалки, щоб підтримувати здоров'я, он срет в чемодан. Ну, хз, вряд ли что-то поменяется. Окружение Путина что-то таки сделает, типа сбора злодеев мира и будут править всей Россией. Не, ну они-то сделают, конечно, и он сам попытается что-то сделать. Но не факт, что это все поможет, да. Он-то сделает, но каждый понимает, что это возможность воспользоваться обстоятельствами. Если бы так все было просто, то все бы везде проходило гладко, власть бы, блядь, вообще нигде никогда не рушилась бы. Не авторитарная никакая. Ну а хули? Спланировал четко, да, оставил там записку, блядь. А сам там можешь делать, что хочешь. Но нет, все сложнее. Будут как замы Кернеса, когда он умер. ОП хоче зірвати договорняк? Та ні, я думаю, они хотят договорняк. Наверное, не знаю, короче, хуй знает. Ну жить-то. Жить-то они хотят, а кто не хочет. Просто сейчас, если говорить про развал РФ, те сразу писают в секту 2-3 недели. Хз, короче. Ну и развалится она, ну и смотря о каких ты перспективах говоришь и как этот развал видишь. Ну, наверное, и тут нельзя категорически ничего выдвигать, да. А за или нет она, это не значит, что к тому моменту уже будет стоять могучая Украинская империя. Не, ну конечно. Не знаю просто в чем тут вопрос. Я думаю, развалится определенно. Это ее главная слабость. Просто вопрос, когда и где будем мы в этот момент. Пирятинська помилка, засуджуємо. Дашал, ви тут за кордоном, вам нема що бояться. Про тарифні війни вискажись, надіюсь. Ні, не вискажусь. Мені нехуй сказати про тарифні війни. Жодна новина, бо я їх сюди послухати прийшов. Менше новин, краще психологічний стан. Дуже правильна стратегія. Дуже правильна стратегія. Європейська оборона без США не работает. Генсек, НАТО, Рютте. Да как так-то? Как так-то, бля, не работает? Пыпа сформировал компетентную могущественную федеральную бюрократию с ее согласия. Мишустин и Медведев спокойно сядут на престол, тряски не будет, так вижу. Они-то сядут, но все гарантировалось легитимностью одного человека, реально. И если бы только так все было просто, да,
Если бы была только конфигурация вот эти люди и народ. Но есть еще и другие желающие, конечно, понимающие, скажем так, редкость возникающих таких условий. Какой на данный момент самый не кринжовый политик Украины и мира, по твоему мнению? Так Украины или мира — это охуенно разные вещи. Я не знаю, мне сложно сказать. Политик и не кринжовый — это невозможно, несовместимые вещи, скажем так. Чем менее кринжовий, тим менее успішний політик. Ну. Чи є інфа, куди чимчукувати будемо після договорнячка, в смислі повертатися в Україну? До наших рідних Оксаночок? Ні, повертатися в Україну. Розказуй, що ти робив на виходних, я вже не помню. Зеленський сказав, що піцу делал, уйобічна получилась. Зеленський, ну це одно із событий. Зеленський сказав, що Батьківщині 3 хвилини до перемовин, плюс США твердо і чітко сказали, що в Україні вибори будуть. Хорошо. Зеленский президент мира. Зеленский заявил, что Украина отстояла свою независимость, сейчас близка к миру как никогда. За почти 3,5 имхо похоже на пиздеж. Яке твоє ставлення до білоруської запіканки? Це коли до жопних волос как ахи прилипают. Ахи прилипают и засыхают. Ну, неприятное явление. Брит-поп. Меня больше всего заинтересовало, что русские в своей лучшей манере совершили очередной акт этноцида. Оказывается, большой русский кот шлепа родился в Украине. Выкупили его еще младенцем, промыли ему мозги, так-то по крови он большой украинский кот шлепа. Нихуя себе. Нихуя себе, да. Свежак. В России годным для службы в армии могут стать люди с сифилисом, психозом и гипертонией. С таким законопроектом, ну, нормально догоняют цивилизованные страны. Но вопрос в том, что для Нормиса, если РФ не развалилась до 22 года, то значит все, она будет стоять веками и все, кроме этой копии мысли. Ну да, наверное, да. Яку пиццу ти робиш, квадратну чи круглу? Круглу, неаполитанську. Получилась хуета, получилась подошва. Ну, съедобная в целом, но совершенно не заслуживала 2 дня труда. С вечера нахуй первого дня. Там ты то тесто туды-сюды, блядь, 100 часов его месишь, у меня нет тестомеса. Топчешь там его, блядь, на сутки, сначала там на полчаса, потом, блядь, достал, топчешь опять, потом на 1,5 часа, достал, топчешь опять. Это не ебический грязный процесс, ты есть как чертяка грязный, блядь, все липучее, хуючее, все грязное, нихуя не отмывается. Потом ты ставишь на 20, блядь, часов в холодильник это тесто, достаешь, опять делаешь эти пиццы, блядь, там, ну, еще типа помял, час, потом 1,5 постоять, блядь. И вся эту хуйню ты делаешь, потом на выходе залупа полная. Я такую мог, блядь, за 5 минут позора сделать. Можна на цей раз цю тему обійти з фекаліями. Да, лучше давай, друзья, без фекалий. Козаки, здоров, тільки давай без фекалий. Тесто можно готовое купить, проще будет. Ну, готовое тесто, это ж хуета, естественно. Как ты оцениваешь? Копии у нас очередных заяв, что экономика РФ в 2026 году уже буквально будет рвать жопу, чтобы не допустить суперинфляции. Я не знаю, честно сказать. Может, им еще ее как-то подзахерят, когда они не захотят договариваться. Вот на это надежды чуть-чуть как бы тлеют. Но вопрос, что с нашей экономикой будет, а особенно в перспективе лет 5 таких разных там этих самых налогов, блядь, мобилизации. Вот это интересно узнать. Фекалии в новостном блоке будут? Нет. Тебе десь с рецептом наебали. Да не, вроде честный рецепт. Просто, ну что-то не получилось. Это ж тесто, блядь. Ну может потому что не тестомесом я его месила руками. Та де тільки не працювала я. Что ты там за тесто такое делал? Я за 2 часа норм тесто для пиццы делаю по рецепту на пачке дрожжей. Да не, ну оценила, ну блядь, не стоило оно той работы. Рататуй, да, мы помним, в трусы, да. Как относится к новому налогу на нормальные корчи? Да думаю, тем людям, которые их там навозили на это, похуй абсолютно, я видел, да. Ну, мне, ты спрашиваешь, это мне не грозит такой налог. У меня нет ни Астон Мартина, ни там еще какой-то залупы, которая там перечислена. И думаю, ну, в перспективе ближайших 5 лет не появится. Главное, чтобы на 7 налоги не ввели, что вероятно. Скажут, что она, блядь, экологии вредит, да? Их корчи, обдрыстанные из Евросоюза с вырезанными катализаторами, не вредят, а 7 вредит. И на нее налог ведут. Вот это будет прикол. Это может быть. Интересно узнать, сколько теперь на 1,5 объема моих будет стоить страховка, которую я уже покупать не буду, конечно. Наверное, уже штуки 2, блядь. 7 буде під забороною як корито московицького виробництва. Я не считаю так. Ее собрали на Кременчугском автозаводе. В сердце автомобилестроения Украины, блядь. Мне кажется, это аргумент.
Ви так і не знайшли, де купити швидкісного віслюка? Да ні, передумали над цю ідеєю. Дурна ідея, понятно, сразу. На коне остановились. Скажешь це їм, ну да, им хуй что докажешь. Но это уже не так актуально, реально. Машина уже как корабль на приколе, надо только аккумулятор снять. Крас ще щось робить. Ну, вроде армейские ж броневики делает. Но я так понимаю, что он тоже поагрегатно их собирает. Сегодня почитал, что ФОПов теперь по декларациям будут дрочить еще больше, особенно новосозданных. Теперь каждый месяц декларации подавать, а не раз в квартал. Nice country, awesome balls. Ну, правда, да. Ну, а что ты хотел? Зато теперь, наверное, бухгалтер более будет востребованная профессия. Хлопці, перестаньте, будь ласка, жалітись, як плакси на державу. Ідіть працюйте. Я от працюю, добився свого безкоштовно, бігаю в ЛГБТ-організацію за гондонами. А я бачив на днях, як мужик десь на Закарпатті від ТЦК з'їбає на коні, хто хотів ще в піздарєзку закинуті. Ну да, ми бачили вже, і як атакували на коні топором на Западній. І видели, як десь в місті людина, ну це где-то на півдні було країни, людина по городу на коні тікала, теж неплохо. Жить можна, но сложно. Купуйте краще індуський мотоцикл Баджадже, там розход топлива 2,5 літра. Нахуй он нужен. Мавьер Хилей 100%. Мавьер Хилей хорош, да. Хавьер Милей хорош. Но дружба его с Зеленским его дискредитует, поэтому пойдет. Там они еще какой-то, блядь, типа интернационал там правый создают какой-то. Ну, дичь. Попробуй на лаваше сделать. Да, хуй с ней. Так, с теста, слойки. Я из готового теста, я тоже из готового теста. И у меня яблок много делал. Яблочные штрудели. Ну, круто, но это готовое тесто, это помои ебаные, слоеное, да? Это ж просто тесто тонко выкатанное, перемазанное маргарином. Ну, как, блядь, не хочется жрать маргарин, хуй его знает. Я просто был очень воодушевлен удачным опытом делания хачапури по-аджарски. Реально хорошее тесто, хорошо получилось, прям на идеально. То думал, и здесь также все пройдет, не, нихуя. DeepSeek звучит как новый вирус, что неудивительно, учитывая происхождение. DeepSeek, купуй-то мопед Карпаты. Мопед Карпаты купуй-то, реально классная конячка. Думаю, с Ишаком может реально поконкурировать. ТЦК має право стріляти на ураження по конях, якщо вони використовуються і у якості засобу ухилянства. Конечно, зможе, в смислі, це питання якесь. Надо, должно сразу, блядь, тільки бачи коня, сразу проміж глаз. Ты утку папе Кински делал? Да нет, что там такой гемор, не делал, честно скажу. Там надо, блядь, ее надувать компрессором, блядь, столько этого. Я так заебался, пока ее патров, что уже было мне не до этого реально. Пока всю шерсть с нее подергал, блядь, пока ее всю выпотрошил, кишки повынимал, бля, ее ебучая, то мне уже было реально не до уток по-пекински. Просто ее замариновал сутки, и все. Она здоровая еще такая, не влазила ни в одну тару. Пришлось взять такой здоровенный чан эмалированный, хорошая кастрюля эмалированная, но объемом хуй его знает. Литров, наверное, на 50. Здоровенная такая. Я взял и там ее замариновал. Под гнетом, что называется. Меня вот эти люди, провокаторы с СБУ немного напрягают. Про нафронтников и вот это все. Хорошо, что я в Варшавском воеводстве нахожусь. А вот когда ты ешь утку свою, ты думаешь о том, как ты ее растил, кормил? Да, блядь, думаю, ебу и плачу, пиздец. Ну вы как спросите, хоть стой, хоть падай. А я вот просто утку по-пекински опробовал, и мне вкус утки не особо зашел. Я тоже пробовал на Жилянской, где-то, не помню, как Даг, что-то там, что-то там. Не помню, как называлось заведение, но мне понравилось, вкусно было. То есть все так и все не то, и как-то все ровно умудряемся существовать в нашем мире. Ну так человек, блядь, как нахуй растение в бетоне прорастает, да, жизнь везде. Люди ко всему приспосабливаются, как-то выживают. Но сейчас твердо можно сказать, что все-таки выживают, бо раньше жили, а сейчас, блядь, прям выживаем. Ну а так-то да, конечно. Ну так везде, да. Люди и при большевизме как-то выживали, и в самые страшные года коллективизации как-то выживали, и голода. Ну как-то выживали. Но не все. Сколько еще планируешь разводить тех уток? Каждый день бы их съедал, и проблем нет. Ну надо как-то хуярить их. Duck, please. Да, duck, please. Duck, please, реально. Ну то было, бля, по-моему, еще даже до війни. Или в перший год війни. Хоча не, походу, до війни. Статистика відношення до смертності 2,7 к 1. Скоріш каже, що вимираємо. Ну, вимираємо, да. Ну, вимираємо, імелось в виду. Ну,
Те, кто... Сука, ну те, кто не умер, те выживают. Логично. А не готовил колдуны? Расскажи, как ты колдуна нахуй послал. Не готовил колдуны по типу дряников, но с фаршем? Дряники. Дрянь. Дряники. Не готовил, реально. Да, реально, блядь. Вспоминаю довоенные времена. Тоже перекликается с песней Кузьмы, но не та, що нас кинули, а та, що руїна, да. Казалось так плохо, блядь. То, блядь, было охуенно. То было очень хорошее время, действительно. Но казалось совсем плохо. Казалось, что тоже так жить нельзя. Ну, видимо, это из-за ощущения приближающихся каких-то плохих событий. А остальные утки понимают, что их настало... Блядь, нахуй вам это надо, пацаны? Вот, например, вчера с ней вместе кушал корм утка Саня, например. Потом здоровый чувак его куда-то унес, и больше Саню никто не видел. Они понимают, когда я его убиваю, потому что когда убиваешь его, то они так кричат сильно-сильно. Ну, если реально интересны такие подробности. Поживемо ще 5 років, будемо так само згадувати цей час. Блять, я уже не знаю, пиздец. Я уже не знаю, чувак, ну уже на грани прям. Уже, ну, если и так, то уже, наверное, только перед смертью вспомнишь, как было. Ну, хоть живой был, блядь, и целый. Все, что тебе могу сказать. Бо уже так много хорошего устранилось из жизни. Ну, хотя не у всех еще, да, дохуя людей, которые какие-то прям хорошие пути выживания нашли, забронировались, не предались, непридатные там и так далее, и так далее. Саню відправили в Францію на тренування по стандартам НАТО. Завжди можна звернутися в центр безкоштовної психологічної підтримки і допомогти собі почуватись краще. Думаю, там качество такое же, как у бесплатных адвокатов. Давайте отставим эту нытиковскую поеботу куда-то в сторону. І поговорим, наприклад, про новини, які вас зацікали за ці вихідні. Тихо всем, працює Ген Кличко. Подмосковный ЖК затопило говном и мочой. Каловые массы второй день заливают россиян. Хорошо. Хорошо, дуже добре. Гренландия хуй знает когда. Хорошо, если к середине этого месяца, ты знаешь, с нашими темпами работы. Сегодня. 0, блядь, прочитано, 0 сделано. О, Дешендиру, привіт. Як думаєш, чому у нашому інфопросторі так багато новин із США? Я розумію, чому пишуть про USAID, але чому пишуть про кожен пук Маска, тарифи, війни чи перший зарубіжний візит Рубіо? Скоро будемо знати весь кабінет Трампа краще нашого кабінету міністрів, я думаю, вже знаємо. Чому нема такої уваги до новин з найближчих країн, типу Болгарії, Румунії? Ти т.д. Які важливіші для нас країни, чим США, бо вони наші сусіди? Чи які важливіші для нас країни, чим США, бо вони наші сусіди? Да не, чувак, очевидно, что США гораздо для нас важнее, буквально определяет нашу выживаемость. США это как новости больницы, в которой мы лежим. Явно важнее, чем новости чего-то соседних зданий, правда? Ну, я так вижу. Ну, тоже. Нужно, наверное, и сказать, что и финансирование, и у оставшихся медиа, и у тех, которые работают по инерции на накопленном, все-таки иностранное, да. Тоже не стоит забывать. Психологически украинцы подгоняются, да, тем, что надеются на Трампа, верят, что он спасет Украину, что все это закончится. Как продлить свою недовизу? Азов, повертайся в Украину. Родина всегда тебя ждет. Ты нужен родине. Ну ладно, не надо воевать, но бронь и на оборонном предприятии работать, спасать экономику. Давай вместе вернемся. Донатер, большое спасибо. Низкий уклин донатерам. Вот они реально то, что лучше любой всякой психотерапии галимой. Иван Марчук, прочитай, ну это не мне донат Ивану Марчуку. Иван Марчук, прочитай стих на украинском или любимый плиз, но можешь и не читать. Вот хай он и читает в таком случае. А стих мы уже сегодня читали, да? Любимая строчка, вот это. Мы строчку читали конкретно. Все-таки слова пророка, ни много ни мало. І день іде, і ніч іде, і голову вхопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Вернемся. Только если нас привезут в Киев в пломбированном вагоне, дадут брони, устроят в Юкрейнер. Все, Юкрейнер, пизда ему. Юкрейнер еще будет жить, походу собираются деньги из казны на него выделять. Да, это будет печально, с одной стороны. С другой стороны, может, на Западе расследуют, куда делись те деньги, которые уже потратили. Было бы очень сладко, конечно, тогда. Вот это то, чего бы я в жизни желал, конечно. Чтобы расследовали, куда пропали бабки, да. Куда пропали бабки?
И как у мамы этого клоуна из Юкрейнера, да, главы Юкрейнера, появилась квартирка. У мамы пенсионерки на Печерске. Тоже интересно. Вдруг, блядь, докопаются до истины. И на Гуантанамо тогда сразу. На Гуантанамо. Самое приятное в абсурдной грантовой истории — это Вахтанг Кипиани. Будем читать, Микола, будем читать. Будем читать. Он меня, да, порадовал особенно. Хорош, побольше бы таких людей светлых, правда? А то кругом насилие. Какое-то злоба кругом. Ну, как будто не в Украине живешь. Очевидно, что мама главреда Юкрейнера заработала на квартиру на Малине. И то правда, но если бы хотя бы не на Печерске, блядь, то еще бы я поверил. А тут уж ну совсем пиздец. Я верю, что 100 тысяч долларов можно на Малине заработать. Но 300 где-то, наверное, нельзя уже. Мне кажется, это слишком. Это слишком. Тут треба особливо обдумати світлі останніх подій, щоб правильні слова підбирати. Та-да, блядь, ти понял? Та-да. Та-да, тут ты прав, конечно. Вот тут ты прав как никогда. Даже несмотря на то, что находимся мы в Варшавском воеводстве, а иногда в городе Лодзь, все равно надо хорошо подумать, блядь. Призывать к убийству могут лишь апешные хуеглоты. Совершенно верно. Все не можу зрозуміти, як працює принцип політика окремо від економіки. Я ніхуя не пойму, що ти хочеш. У нас ні торгівельних зв'язків із США, ні сімейних зв'язків, на відміну від Європи. Які наші громадяни і великі економічні зв'язки. Просто я не можу зрозуміти, як працює принцип політика окремо від економіки. Да, блядь, спокойно, ну, в смысле. Буквально Америка решает судьбу Украины, ну, на данный момент. Во многом, да. Ну и этим вызвано такое внимание активное к их политике, к их выборам и всему такому. Европа как занимала роль ведомого, да, так и занимает в этой конфігурації. Бля, от через 20 днів вже буде 3 роки війни. Готуєш щось додати? Ну, додати. Додати, готую додати. На Патреоні класично планую випустити, бо були люди, які хвалили. Выпустить підсумок річний в Украине. Согласно моему блокноту. Почему-то успешные криптовалютчики меня не смотрят. В крипте донаты большая редкость. Не знаю почему. Может, если я скажу 5 раз на стриме криптовалюта, они придут? Криптовалюта, 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 криптовалюта. Да тоже вы такое понаговорите. Ничего, скоро весна, блядь, полегчает. Те на Сакара стримить и рассказывать, как сучки дают. Ну, сразу не подхожу туда уже. Не дают сучки. Ну, в смысле, бананка, в смысле. Рука не фартовая. Скажи, краще буде перемога 5 разів, тоді ми би хтось із ОП прийде вербувати. Там сейчас, блядь, такое уплотнение кадров. Слышал про недавний скандал с Медузой? Ну, слышал. Речь идет о том, что наши грантоедские СМИ набросились на их грантоедское СМИ. Причина конфликта. Какая-то контора, которую, я так понял, наняла Медуза для промо-ролика, сняла промо-ролик, используя, описывая войну. Но я, правда, промо-ролик не смотрел, только скриншоты видел. Ну, как я понял, в контексте описывая войну, взяла видеоматериалы войны. Ну и как положено этим грантовым организациям, они не заинтересованы в том, чтобы о войне там как-то как можно больше знали и как можно больше ее тиражировали. Считают, что это типа кощунски и неправильно. Только они имеют право говорить о войне. Ну, такая плюс-минус история. Ну, это как я ее понял. Там куна закрилась, крипту хочуть уже дохуя часу оподаткувати. Ситуація гірша навіть навіть тут через державу. Да, про куну видел, біржа, да. Закрыла ее украинская система. Видал, да. Оподаткувати хотят, и гривню ввести. Оподаткують, введуть. Думаю, в цьому году все будет. Думаю, будет ухудшение на грантовых фронтах, блядь, на биткоинных фронтах, криптовалютных фронтах. Что сказал грантовых. А подумал, вспомнил про народного депутата вот этого, который в Твиттере Гурин, у которого там какие-то ебанутые суммы в биткоинах хранятся, который про пенсии рассказывает, покупать американские акции на пенсию. В Украине, блядь, покупать американские акции американских компаний. Ну, видимо, надо покупать, если бы была такая возможность. Ну, мы-то знаем, что покупать. Lockheed Martin, там, блядь, техасские инструменты, нахуй, там. Ну, вы поняли. Боинга. Ну, то есть мы какие-то перспективы понимаем в целом, чего нам тут покупать. Ура, без угла. Ну да, дякую Марьяне Безуглій, что на нее можно опереться в этом вопросе.
Бо то вообще было горько. Но я же говорю, ей никто не мешал, будучи депутатом, пытаться на этот вопрос влиять. Об этом не стоит забывать. Все, друзья, стрим закончился. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Спасибо тем, кто сегодня писал в чат. Ну да, ну нахрюк, я думаю, это, ну, возможно, да, и разные планы обсуждались. Це про нахрюк, що Залужний хотів брати Білгород в 22-му году. Ладно, короче, да. Дякую всім, люблю вас, цілую, друзі, друзі, бережіть себе, там этот, к нулю появится запись на YouTube. Спасибо тем, кто пришел, спасибо тем, кто донатил. До зустрічі післязавтра.